Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас на своем канале. И в данном видео я хотела бы представить один из красивейших оракулов в моей коллекции Divine Animals Oracle, или же Оракул божественных животных, от издательства Rockwell Publishing и автора Стейси Демарко. Как и в других колодах от данного автора, художником является Кинга Бриджги, которая работает в стиле магического сюрреализма. Цена колоды $19 76 центов на Амазоне. Премьера оракула состоялась 1 сентября 2019 года. Карты поставляются вот в такой плотной, красивой матовой упаковке, которая состоит из двух частей и имеет такие вот голографические вставки. Сзади мы видим миниатюры 3 карт и описание, в котором говорится, что голоса и энергия животных всегда была, скажем так, частью нашего человеческого опыта в большинстве культур и временных периодов истории о взаимоотношениях животных с богинями и богами, переплетают эти две энергии в божественную форму. Сейчас настало время, чтобы восстановить эту связь с этим мощным партнерством. Этот уникальный оракул, в котором представлены животные и мифы со всей планеты, не только по-настоящему красив, но и даст точный, скажем так, инсайт. Крышка здесь не очень плотно, видите, прилегает. Первое, что мы видим в комплекте, это рекламка от данного издательства и МБК, которая как и внешне, так и, скажем так, внутри выполнена под стиль данной колоды. Бумага здесь плотная, МБК цветное, с цветными картинками. Ну и состоит из 180 страниц. Итак, МБК состоит из вступления, в котором автор рассказывает, как она создавала данную колоду, о том, что данный оракул – это смесь, скажем так, животных и мифов. Дальше информация о том, как использовать карты, то есть здесь мы найдем информацию о структурных элементах карты, к этому мы еще вернемся позже. Дальше о том, как гадать, и немного информации о прыгающих картах. Дальше расклады 1, 3, 4, 7-карточные расклады. И ритуал посвящения карт, то есть как связаться, как установить связь с данной колодой. И дальше у нас интерпретация самих карт. Каждое описание, как мы видим, состоит из названия животного, латинского названия семейства, сообщения от карты, кратко описан миф и научная информация о самом животном, а также подраздел, скажем так, магия. Здесь говорится о том, как использовать энергию животного в своей работе. Дальше символика, которая полезна для ритуалов, и в конце официальный статус животного. Давайте рассмотрим на примере носорога, поскольку это самое краткое описание. Итак, носорог. Умеренность. Ищите умеренность во всем и найдете золотую середину. Не все в нашем мире это выбор между черным и белым. Быть увлеченным чем-то положительным, но не нужно быть одержимым. Оставьте то, что вам больше не нужно. Миф.
Индуистический ведический бог огня Кани едет на носороге с таким большим рогом. Говорят, что он источник всех страстей и огня в мире, и что этот огонь может гореть всегда или выйти из-под контроля. А Кани дает огонь для очищения, для благословений. Он дает огонь, по которому ходят супружеские пары, чтобы обозначить дом. И он дает аре, которая готовит пищу. Он также может дать разум огня, который вызывает рост ревности и гнева и разрушает отношения, пока они не превратятся в пепел. Такой пожар может сжечь деревню или ваш собственный дом. Акани призывает всех быть уверенным и увидеть баланс. Животные. В мире осталось 5 видов носорогов, и все они находятся под угрозой исчезновения. Это в основном связано с торговлей рогами носорогов в так называемых лечебных целях, а также через потерю среды обитания. Азия является крупнейшим рынком сбыта рогов носорога. Хотя убийство носорогов ради самих рогов является незаконным, браконьерство стало настолько распространенным, что численность носорогов резко упала. Последний самец белого носорога умер в Кении в 2018 году. В дикой природе у взрослых носорогов нет естественных хищников, кроме человека, хотя детенышей носорогов забирают дикие собаки, крокодилы и большие кошки. Носороги отличаются своей формой, они выглядят как будто одеты в квадратную броню, а их рога состоят в основном из кератина, белка, содержащегося в волосах и ногтях. Это большие и тяжелые животные, в среднем около 700 килограмм, но в основном они мягкие и методичные. Они посещают одни и те же места каждый день, что упрощает их убийство. У носорогов плохое зрение, но прекрасное обоняние. У них также очень чувствительная цепкая губа, которая позволяет им чувствовать, какое растение принимает пищу. Магия. Магия носорога — это прекрасный танец силы, мощи и умеренности. Это невероятно сильное животное, и в то же время оно уравновешено спокойствием и сдержанностью. Символика. Рог, огненный бог верхом на носороге, огонь. Ситуация в мире находится под угрозой исчезновения. Дальше у нас информация о самом авторе и художнике. Ну что ж, с МБК мы, пожалуй, закончим и перейдем к знакомству с картами. В колоде у нас 44 карты. Карты глянцевые, но не скользкие. Они плотные и в то же время не толстые. Качество печати и цветопередачи на высоте. Вот таким образом выглядит рубашка. Срез идеален, ничего не осыпается, не кошлатится. Ну что ж, давайте поближе познакомимся с нашим оракулом. Итак, поехали. Итак, горилла, мир. Рысь, секреты. Лисица, стратегия. Сова, мудрость. Росомаха, свирепость.
Пчела. Взаимность. Броненосец. Заземление. Черепаха. Стабильность. Ягуар. Освобождение. Слон. Лидерство. Олень. Сила. Фруктовая летучая мышь или летучая лисица. Доброта. Тарантул. Связь. Морской конек. Равенство. Снежный барс. Наблюдатель. Сурикат. Ответственность. Волк. Подлинность. Кстати, было сначала, как только вышла эта колода, были две версии этой карты. Если я найду в интернете первую версию, я обязательно вставлю где-то здесь внизу. Морская выдра. Трансформация. Коза. Надежность. Лебедь. Красота. Львица. Защита. Честно говоря, мне не нравится изображение этой карты, хотя я очень люблю эту колоду, но как-то вот не очень. Священный ибис. Обучение. Ворон. Новости. Лошадь. Свобода. Сокол. Наблюдение. Полярный медведь или белый медведь. Предки. Бобер. Работа. Бабочка. Душа. Журавль. Верность. Касатка. Путь. Заяц. Циклы.
Носорог. Умеренность. Хамелеон. Изменение. Тигр. Воля. Бизон. Ритуал. Акула. Цель. Кот. Интуиция. Гиена. Страх. Павлин. Процветание. Бык. Жертвоприношение. Собака. Компания. Дельфин. Счастье. Змея. Создание. И шакал. Правда. Подводя итоги, могу сказать, что колода красочная, завораживающая, магическая. Она отлично сотрудничает с другими колодами. Если вы не уверены, например, в интерпретации какой-то позиции, она вам подскажет. Лично у меня она отлично резонирует со всеми колодами. Напишите в комментариях, какие впечатления у вас от этой колоды, понравилась ли вам, задумывались ли вы над ее приобретением. А я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.